Вчера вечером легендарный советский артист Александр Анатольевич Ширвинд в местах лишения свободы имел свое первое свидание со своим внуком Андреем, который совсем недавно совершил покушение на своего великого деда и был осужден на 12 лет. Свидание было организовано по личной просьбе осужденного, однако вместо покаяния стали известны новые факты преступлений, которые могут существенно увеличить уголовное наказание. Уже после свидания со своим непутевым внуком Александр Ширвинд дал короткое интервью. «Мне, извините за выражение, и своего говна хватает, без проблем моего внука. Сегодня в полиции я узнал такое, что просто волосы дыбом. Оказывается, Андрей на протяжении 5 лет дурачил российских людей, прикрываясь моим именем. Он опозорил не только меня, но и честь моих родителей. Пускай посидит подольше, как говорится, с глаз долой». Стало известно, что внук Александра Ширвинда на протяжении нескольких лет вел мошеннические действия по отношению к российскому населению, прикрываясь фамилией своего легендарного деда. Узнав об этом, Александр Анатольевич пришел в ярость и лично попросил увеличить срок лишения свободы для своего внука. Стали известны подробности происшествия и предполагаемое наказание для Андрея Ширвинда. Благодаря оперативной работе следственных органов было распутано ряд преступлений, к которым имеет прямое отношение внук легендарного артиста. В период с 2017 по 2022 год в 10 крупных городах России были созданы частные фирмы под названием «Александр Ширвинд и компания». Официально эти фирмы представляли из себя фонд помощи онкобольным детям. Российские люди, глядя на название фирмы, которая отображала имя любимого артиста, сдавали свои деньги на помощь больным тяжелым заболеваниям. Однако до детей эти деньги не доходили, а растворялись в карманах Андрея Ширвинда и его друзей. Однако осенью 2022 года фонд лопнул, и горе-бизнесмены остались без денег, а десятки тысяч российских граждан написали жалобы на частную компанию. Лишь несколько дней назад стало известно, что руководителем всех этих компаний был внук Александра Ширвинда. Он ловко запутал людей и создал компании под именем своего легендарного деда. Данное деяние трактуется как мошенничество в особо крупном размере, и срок лишения свободы Андрея Ширвинда может быть увеличен до 20 лет. Напомним, что совсем недавно у Александра Ширвинда возник серьезный конфликт со своей семьей. Его родные давили на актера и требовали освобождения для внука Андрея. Однако актер не поддался уговорам и не изменил своего решения. Более того, Александр Анатольевич, рассорившись со своими родными, решил отречься от своей семьи. Проконсультировавшись с адвокатами, он потребовал у родственников взять фамилию своей супруги. По словам самого артиста, подобное решение поможет его родным добиться всего в жизни самостоятельно, без помощи его фамилии.